Это трогательная история и еще одно доказательство того, что никогда не нужно терять надежду, даже если ситуация кажется совсем безнадежной. Все началось в 2012 году, когда Стиви Роджер оставил двух своих собак, Кавика и Конана, во дворе, а сам пошел в дом. Каким-то образом его питомцы пролезли через калитку и убежали. Мужчина искал весь вечер и от соседей узнал, что собаки забрели на поле для выгула овец, принадлежащее его знакомому фермеру, и тот выстрелил в них из ружья. Конан погиб на месте, а Кавик получил ранение и исчез в лесу. Семья Стиви искала питомца несколько месяцев, расклеивала листовки с ориентировками и предлагали награду за любую информацию о Кавике, но это не дало никаких результатов. Хозяева также рассказали о потеряшке в социальных сетях, опубликовав свои телефонные номера для связи. Кавик — типичный папочкин песик, так что он может не пойти, если его позовет незнакомый человек. Если вы увидите собаку, пожалуйста, позвоните на один из этих номеров и расскажите о том, где его видели. Он напуган и может нуждаться в медицинской помощи, говорилось в сообщении. Время шло, и надежда найти Кавика таяла с каждым днем. Спустя 8 лет после пропажи в доме Стиви раздался звонок. Незнакомый мужчина рассказал, что видел пса, похожего на Кавика, в Бирмингеме почти за 500 километров от его родного дома. Пес полностью подходил под описание в интернете, только был сильно истощен. Стиви незамедлительно отправился в путь. Он проехал на машине 4 часа, надеясь встретить своего пропавшего друга. Мужчина проделал такое долгое путешествие не зря, это был действительно он, его любимец Кавик. Он посмотрел на хозяина, и слезы потекли из его глаз. Пес бросился к Стиви и начал вылизывать ему лицо так, словно не было этих 8 лет разлуки. Встреча получилась очень трогательной. Стиви долго не мог поверить своим глазам. Он уже давно потерял надежду найти Кавика, и этот день для него казался нереальным. Найденыша отвезли к ветеринару. Обследование выявило у него дефицит веса и обезвоживание. Также врач обнаружил у собаки небольшое образование на спине, которое вскоре нужно будет удалить. Но для того, кто 8 лет скитался по улице, Кавик оказался относительно здоров. Первую ночь пес проспал в кровати рядом с хозяином, боясь оставить его даже на минуту. Его путь к полному выздоровлению будет долгим. Сейчас важно постепенно набирать вес, питаясь небольшими порциями, но часто и избегать стрессов. Впрочем, хозяева Кавика готовы к любым трудностям. Возвращение питомца они называют рождественским чудом и переполнены счастьем от произошедшего с ними.